1993 год. В 1993 году доктор Типальдес разработал гипотезу, обосновывающую применение тракционных техник, определил показания к их применению и специфику их исполнения. На Аляске в 2005 году он сказал о том, как это было, всего в одном-двух предложениях, что именно, увы, я не разобрал. В интервью Торстену Фишеру в мае 2020 года Мадж Кастен рассказала, что концепция фолдинг-дисторсии основана на некой математической модели, которую доктор Типальдес пытался ей объяснить, но она так и не смогла понять. Таким образом, вопрос, что именно натолкнуло автора на идею концепции четвертой описанной фасциальной дисторсии, остается пока без ответа. В этом же году доктор Типальдес объединил концепции триггерного тяжа, грыжи триггерной точки, континуум и фолдинг дисторсий под новым названием Fascial Distortion Model, модель фасциальных дисторсий, и написал 3 статьи. В 1994 и 1995 годах, опубликованных в журнале Американской академии остеопатии с некоторым запозданием, перепечатанный британским журналом The Osteopath. Замечу, что в некоторых работах о модели фасциальных дисторсий, написанных после смерти доктора Типальдеса, его публикации названы научными. Увы, это не так. Ни одна из них не соответствует академическим требованиям. В своих текстах доктор Типальдес делится опытом и размышлениями, не более. Предлагаемые им научные обоснования требуют должного, более формального и более детального оформления. При том, что все необходимое для этого у доктора Типальдеса было собрано в сборник «Ноутбук». Удивительно, что этого не было сделано. Одна из статей Introducing the Fascial Distortion Model, впервые напечатанная в журнале Американской академии остеопатии весной 1994 года и перепечатанная The Osteopath в 1995, содержит самое подробное реалистичное описание свойств пластин, соединяющих кости fascial plane, то есть суставных капсул и межкостных мембран. Информация о фолдинг-дисторсии мышечных перегородок появляется только в 4-м издании книги доктора Типальдеса. Несмотря на то, что в этой статье, как и в более поздних публикациях, доктор Типальдес приводит аллегории со сложением и расправлением листа бумаги, только в ней он пишет, что таким образом иллюстрирует способность этих участков фасции к растяжению и сокращению. Исходя из этого, он объясняет механизм образования фолдинг-дисторсии. Если такой участок фасции растянуть и скрутить, существует риск, что он сократится неравномерно. И до тех пор, пока не будет равномерно расправлен, его способность растягиваться и сокращаться будет ограничена, а пациент будет ощущать боль между костями при определенных нагрузках в норме, не вызывающих дискомфорта. Обращаю ваше внимание, доктор Типальдес описывает не морфологию складчатых участков фасции, а говорит только о их свойствах. То есть иллюстрация с соображением смятой и перекрученной гармошки – это аллегория, не передающая реальной морфологии фолдинг-фасции. В отличие от 3 ранее описанных дисторсий, фолдинг-дисторсия не определяется пальпаторно. Поэтому в ее диагностике, особенно первые годы, то есть до того, как доктор Типальдес ввел диагностику body language, ключевое значение имел механизм получения травмы. Агрессивное неравномерное растяжение межкостных соединений. В статье Introducing the Fascial Distortion Model автор прямо ассоциирует образование фолдинг-дисторсии с вывихом сустава, в этой статье плечевого, и деформацией межкостной мембраны, неизменно возникающей при переломе костей, которые она соединяет. Техники ее исправления, техники исправления фолдинг-дисторсий, доктор Типальдес опять же называет формой миофасциального релиза.